Я следил за вами, вы не дрогнули, не поддались жалости. Что с вашим сердцем, любимое? Оно не застыло? Оно есть? П. О боже, еще и с этой стороны замечания. Уроки морали. Поражающая своей визуальной и душевной красотой, удивительная сказка «Не покидай» по сей день потрясает до самой глубины души зрителей всех поколений. Во многом благодаря очаровательным юным актерам, которых удалось идеально подобрать под психотип героев великому советскому сказочнику Леониду Нечаеву. Судьбы этих ребят сложились по-разному, некоторых уже нет с нами. Юноши и девушки в этой картине просто сияют ярким и теплым светом, и даже та единственная молодая актриса, которой досталась неоднозначная роль принцессы Альбины, изобразила прелестную девушку, вызывающую у зрителя массу позитивных эмоций. Эту актрису зовут Варвара Владимирова, и в ее юных чертах сложно не уловить сходство с ее мамой, выдающейся советской актрисой Алисой Фрейндлих. Варвара родилась в 1968 году. Она была поздним и очень любимым ребенком. Ее родители познакомились в театре имени Ленсовета, где отец Игорь Петрович Владимиров служил режиссером, а мать Алиса Бруновна Фрейндлих была ведущей актрисой. Девочка, по сути, выросла за кулисами театра. Она любила сидеть среди зрителей и наблюдать, как те восторгаются игрой ее мамы. Огромную роль в формировании характера и мировоззрения девочки сыграли мамин отец Бруно Артурович Фрейндлих и его первая жена Ксения Федоровна. Происходивший из династии немецких мастеров стеклодувов, Бруно Артурович был знаменитым советским актером. Зрители старшего поколения наверняка помнят его по ролям Никитского в картине «Кортик» и Герцога в фильме «Дон Кихот». Когда Варваре было 10 лет, Владимиров и Фрейндлих разошлись. Девочка боготворила своих родителей, и их развод стал для нее психологической травмой, от которой она долго не могла оправиться. Хотя после развода они сохранили дружеские отношения, и Игорь Петрович продолжал участвовать в жизни дочери. Алиса Бруновна была загружена в театре и кино, и на дочь времени оставалось мало. Изначально за девочкой присматривала бабушка, но она ушла из жизни, когда Варвара была еще совсем ребенком. Тогда для девочки наняли няню, с которой маленькая Варвара очень подружилась. К сожалению, личная жизнь няни не сложилась, и из-за этого она начала злоупотреблять спиртным, что негативно сказывалось на воспитании ребенка, и с няней расстались. Новую няню решили не брать, и девочка росла самостоятельной. Она сама готовила, убирала и собиралась в школу. В доме, где росла девочка, часто бывали известные творческие люди, одним из которых был композитор Геннадий Гладков, и маленькая Варвара часто была первой слушательницей всенародно любимых композиций. Однако выросшая в ореоле большого искусства, девочка стать актрисой не мечтала. К этому ее склоняли родители. Варвара дебютировала в музыкальной сказке «Лишний билет», режиссером которой был ее отец. По рекомендации отца она поступила на режиссерский факультет театрального вуза, где Игорь Петрович преподавал, и взял дочь на свой курс. Правда, ближе к выпускному курсу у Владимирова начались проблемы со здоровьем, и студенты доучивались со вторым педагогом. Студенткой второго курса Варвара сыграла свою главную роль принцессы Альбины в картине «Не покидай». Принц настоящий, раз. Говорит, не хуже нас с вами, лучше даже, два. Как поэты его в Пенагоне уже знают, это 3. А как фехтует, я сама видела, одно загляденье, это 4. Так зачем же вы его отняли у меня? Зачем отняли нас друг у друга? Замуж за Патрика собралась, за своего двоюродного братца. Подумаешь. После учебы девушка устроилась работать на телевидении. Там она познакомилась со своим мужем, бизнесменом и политиком Сергеем Тарасовым. В этом браке родились дочь и сын. После замужества Варвара приняла решение оставить творчество и посвятить себя семье. Правда, когда дети подросли, подавшись на уговоры мужа и родни, она вернулась на телевидение. Супруги долгие годы жили счастливо, но с новым витком карьеры Тарасов стал меньше времени уделять семье, и их отношения становились все более прохладными, пока не пришли к разводу. Тарасов женился повторно, но пожить во втором браке он не успел, в тот же год погибнув в железнодорожной катастрофе. Повторно замуж Варвара Игоревна так и не вышла, посвятив всю себя детям. В наши дни сын и дочь уже взрослые и успешные люди. С творческой деятельностью она не рассталась, и иногда снимается в кино и играет в театре. Сейчас актрисе 53 года.
Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.